Привет-привет! С вами Лиза Алленс, и сегодня мы с вами вспомним вторую половину второго сезона новеллы «Дракула. История любви». Да, если вы вдруг не смотрели первую часть, поясняю, так как во втором сезоне дело оказалось больше событий, чем я предполагала изначально, то чтобы ничего не упустить, я решила разбить его на две части. Поэтому оставлю здесь подсказку, можете зайти и посмотреть сначала первую часть, если еще не видели. Я напомню, что пересказ будет вольным, с моими шутками-прибаутками, чтобы не было скучно, но максимально приближенным к сюжету. Поэтому, если вы забросили прохождение, то я старалась составить пересказ таким образом, чтобы вам тоже было понятно. Честно скажу, подобные видео занимают огромное количество времени и сил, поэтому я буду признательна, если вы поддержите это видео лайком, а канал подпиской. Ну и теперь начинаем мы с 8 серии второго сезона «Дракула. История любви». Обычное утро следующего дня, героиня просыпается, они с Сандрой идут погулять. Созваниваются с Элинкой, и Элинка рассказывает, что кошка, передавшая ее посылку, не совсем кошка, а мавка, неупокоенная душа умершего младенца. И вообще они добрые и хорошие, но как кошки могут быть плохими-то? Элинка также рассказывает, что из-за того, что Сандре была предначертана особая миссия, в ее жизнь мешались стихии и, так сказать, сделали все по пути наименьшего сопротивления. Ее родители умерли, чтобы она могла попасть в семью Элинки, а саму Сандру незадолго до всех этих событий уволили с работы. Сандра рассказывает про неприятную ситуацию на работе. Как выяснилось, по профессии она полицейская, что она ранила коллегу, чтобы защитить девочку, которой он приставал. Но в итоге его отмазали, а Сандру уволили. Девушки возвращаются в замок и встречают кошку и Мириам, которая, как выясняется, не знает, чем кормят кошек, и собирается накормить ее зеленью, что навевает мысли о том, что Ноя приволок ее откуда-то из своего мира. Приходят подростки с реквизитом для вечернего фестиваля, и мэр со своей спутницей. Влада уговаривают на вечере быть хранителем. Наши друзья чуть не палятся, что кошка не человек, но выкручивается. Но внезапно Ноя выдает очередную правду матку, с которой офигевают все. Это, говорит он, дочь Влада. Но потом, поддержав интригу, добавляет, не родная дочь, а он лишь оформил опекунство. Разобравшись с темой ребенка Влада, комиссар рассказывает, что провел анализ крови пропавшего Ратвана и что он совпадает с той, что была на полу во время похищения Лая. То есть среди тех капюшонов Ратван также был. Следующая серия. Лая разговаривает с Ноя и пытается вынюхать, убил ли его Влад. Ной сказал, что искал Ратвана, но не в человеческом, ни в темном мире его нет. И в теории это мог бы быть Влад, но нет стопроцентной уверенности. Далее, если не иметь ветки ни с Владом, ни с Лео, но поддерживать хорошие отношения с Ноя, происходит довольно интересный диалог, в котором Ноя попадается на ревности героини и намекает на симпатию. На фестивале мы встречаем палатку со священником, который рассказывает нам легенду. 3 века назад на берегу реки построили плотину. В городе начались пожары и начали судачить о том, что это все из-за плотины, потому что в этом месте был проход между миром живых и мертвых. А теперь из-за плотины мертвые не могут по реке попасть в загробный мир. Плотину разобрали, но не тут-то было. Город едва не сгорел. И местный экстрасенс сказал, что нужен человек, который должен зажечь факел и провести заблудшие души все сразу в загробный мир. Вот только оттуда не возвращаются. Вызвался смелый парень, и его возлюбленная решила уплыть с ним. Уплыли, души проводили, но неожиданно для всех вернулись целыми и невредимыми, потому что любовь и ветки спасут мир. И дальше все было у них хорошо, жили-поживали, добра наживали, а запускать по реке огни стало традицией, чему и посвящен сегодняшний фестиваль. Лая решает купить свечу в память об одном из умерших. На выбор это может быть смотритель из музея, отец Сандры или Грэдиш. В дальнейшем этот выбор довольно интересно раскрывается в сюжете, но это будет в другой главе. Украдкой Лая подслушивает разговор Ноя, который покупает свечу и просит у священника, чтобы он прочитал молитву за 2 молодых людей, мужчину и женщину, потому что сам этого сделать не может по понятным нам причинам.
Лая возвращается к Сандре, и они обсуждают Юстина, который, по их догадкам, не из Венгрии, как представлялся, а из Румынии. Девушки находят подростков, которые, как организаторы, вступили в перепалку с Асмодеем, местной приглашенной звездой битвы экстрасенсов, которому трейлер не такой, место не такое, публика не такая. И вообще тебе заплатили, сиди, не вякай. Появляется Влад, быстро все улаживает, и звезда нехотя поднимается на сцену. Но выступление экстрасенса не завязалось, и на арену вышел Ноя. Надарил всем подарков, ноутбуков, щенков, всем это понравилось, конечно, кроме Асмодея, потому что ему ничего не подарили. И Асмодей такой: да я сейчас как покажу вам фокус с исчезновением. Но Ноя решил добить беднягу, потому вызывается добровольцем и, прихватив с собой Лаю, устраивает настоящий фокус-покус и перемещается в пространстве. Они оказываются в красивом месте, и выясняется, что это родительский дом Ноя. Вот только не настоящий, а как бы запечатанный временной отрезок, который Ноя назвал капсулой времени. Мы узнаем от Ноя, что его родители тоже были бесами и умерли молодыми. И да, это им он ставил свечку, а сразу после их смерти Ноя сохранил таким вот образом дом. Ноя также делится, что Влад, вероятнее всего, заключил сделку с кем-то из темных, и потому ничего никому не может рассказать о том, как избавить его от тьмы. Знаете, когда она заплачет, ее слезинка упадет на мою грудь, заклятие спадет, как в диснеевских мультиках, в общем. Еще Ноя показывает героине шарик, того, что был у Невилла в Гарри Поттере, и говорит, что когда пункт в контракте Влада будет исполнен, цвет шара поменяется на красный. Они заканчивают болтать, и если не вести ни с кем ветку, именно в этот момент можно выбрать Ноя, и начнется ветка с ним, и будет доступна платно и очень красивая сцена с поцелуем. Кстати, я думаю сделать подробное видео о ветках в Дил, в том числе и Ной, и рассказать о плюсах и минусах ветки с каждым персонажем. Напишите в комментариях, хотели бы вы такое посмотреть. Они возвращаются в реальный мир. Асмодей в панике. Нифига себе фокус-покус, уже полицию можно вызывать и подавать на розыск. Но все довольны, что Асмодея наказали. Все идут к реке. Милли, Кэти и Мика, там Мавка-кошка, уходят кататься на лодке. А Владу говорят: слушай, по традиции нужна еще хранительница, одному плыть не канон. Тогда Влад по ветке берет с собой героиню, и доступна романтическая сцена, а остальные гребут за ними следом. А без ветки они просто плывут все вместе, как друзья на одном плоту. Но, подплывая, замечают неладное. Милли и Кэти обе в крови, Кэти ревет, а Милли находится в бессознанке. 11 серия, и Ноя определяет, что эта штука на спине у Милли называется лихой селок и вытягивает жизненные силы. Кэти рассказывает, что гребец их лодки причалил к берегу. Тут появился капюшон и повел их, как пленников, к какому-то колодцу, а Мику вообще похитили. Милли влепила капюшону и сорвала его и попыталась сбежать, но тот применил свой волшебный посох, и у нее на спине появилась вот эта хрень. И отправил обеих в колодец, закрыл крышку, как консервной банки, и свалил. А потом появился черный ловелас и открыл их. Они вернулись к берегу. Тут и друзья подплыли. И пока друзья решают, как вылечить Милли, я напоминаю, что у меня есть аккаунты на Бусти и ВК Донат. Поэтому, если вы хотите помочь развитию моего канала, я буду вам очень признательна. В качестве благодарности вы получите от меня различные плюшки, такие как эксклюзивные материалы, доступ к ранней публикации, а также указание своего ника в одном из ближайших видео. Сандра пытается вылечить Милли, но ничего не выходит. Тогда Ноя придумывает принести ее в капсулу времени, потому что там у нее не будет идти кровь, и они выиграют время. Ноя вместе с Кэти и раненой Милли отчаливают, а Сандра и героиня решают разыскать Влада и Лео, которые ушли на разведку. Вместе они выходят к зарослям и слышат визг Мики. Влад кричит, переживает, рвется через изгородь. Тут появляется Носферату, который прет за собой меч. Лео разрубает часть веток, но они волшебные и зарастают обратно. Но тут героиня случайно делает открытие, что ветки боятся ее света и не растут вокруг нее. Так Лео постепенно прорубает проход, пока она сдерживает руками изгородь. Все пролазят в освободившееся окно,
видят Микки и капюшоны, которые читают какой-то ритуал. Видя Влада, фигуры что-то лепечут и склоняются в поклоне, как перед темным королем. Но тут появляется организатор всего мероприятия. Некое красное существо Карниван. Но дать ему по щам герои не успевают. Существо ретируется, да еще и Мику с собой прихватывает. Тут из ниоткуда начинают лезть визжащие осьминожки, лярвы. Друзья объединяются и пытаются их победить, что им, конечно, удается. Влад собирается идти искать Мику в темный мир, и туда доступа людям нет. Но внезапно случайно выясняется, что для героини нет такой проблемы, и она может проходить между мирами. Поэтому она идет с Владом. Последняя 13-я серия и финал сезона. У порога они встречают Ноя, рассказывают ему про Карнивана, и Нои просто приходит в ярость. У него с Карниваном личные счеты. Также по ветке с Ноя доступна очень красивая сцена, но, как я и говорила, про ветки будет в другом отдельном видео, а сейчас мы разговариваем про сюжет. Друзья прибывают к переходу, месту, откуда мертвые должны попасть во врата, где уже распределяют их судьбу. Там отправят в местный рай или ад, что-то такое. Но некоторые не могут увидеть врата и вынуждены просто бродить в этом месте вечно, время от времени прибухивая из волшебной реки, стирающей память. Ноэм дает героине бутылек и говорит набрать воды из этой самой реки забвения. Может пригодиться, и если у вас хватает статов удачи, то героиня выполняет его просьбу, а если нет, то роняет пузырек в воду. Естественно, воду не набирает. Пока Влад и Ной заняты своими делами, героиня скучает и вдруг замечает того, за кого в 9 главе поставила свечу, смотрителя музея, отца Сандры или Грейдиша. Она видит, как он несет свечу, ту самую, что она поставила ему, и она освещает ему путь к вратам. Но вдруг он роняет ее и больше не видит врата. Героиня может вмешаться и помочь. Если помочь и вернуть свечу, то мужчина доходит до врат, говорит ей несколько прощальных слов и отдает свечу, так как она ему больше не нужна. Если хватает статов отваги, то Лая берет свечу, и в будущем она пригодится. Внезапно героиня проваливается под землю к госпоже обители, которая все видела и очень зла, что девушка вмешалась. Но та рассказывает ей про великую любовь с фаворитом и слезно просит отпустить. Во имя любви госпожа ее отпускает, но прежде дает наставление о том, что иногда свет – это не про слепую доброту, но еще и про мужество. Если нужно уничтожить зло, чтобы оно не продолжало свои деяния, то это тоже про добро. Лая возвращается к Владу и Ное. Ребята заходят в соседние врата и попадают в сонную пустошь, эдакую тюрьму темного мира. Ное рассказывает героине про устройство темного мира. Темным миром управляет совет Пандемониум. Он состоит из декреторов, которые принимают все важные решения, и прокураторов, исполнителей. Наш Владик, например, как раз-таки прокуратор, что вообще для его происхождения просто вау, какое продвижение по карьерной лестнице. И вроде как даже ему декретора предлагали, но он не захотел. А еще есть аддитумы. В совет они не входят, но вообще они самые крутые, и всего их 4. Еще Ной говорит, что аддитумы хранят всякие артефакты, различные магические предметы, вероятно, такие как лампа Аладдина или бузинная палочка. Возвращается Влад, который ходил за ключами, они заходят в подземный зал и видят умирающую Мику. Влад просит Ноя передать ей его энергию, но Ноя отказывается, понимая, что тогда тьма Влада прорвется наружу и их затопит черными соплями. В итоге все же Ноя соглашается, и все действительно так и происходит. Тогда Лая решает разогнать тьму Влада со своим чудо-светом, кидается его обнимать, после чего теряет сознание. Она видит прошлое, и как маленькая Мика заболела, и Влад не захотел, чтобы она осталась неупокоенной. Но не успел привести священника, Мика умерла и таким образом осталась в виде мавки. Воспоминания обрываются, героиня приходит в себя и видит, что вроде все хорошо, все живое, тьмы нет, и здесь пригождается тот самый пузырек с водой из реки забвения. Если дать его Мике, то она забудет недавние события, будет веселой, и они с Носферату пойдут играть в замок. А если не дать волшебной водицы, то в ближайшей серии будет грустная и нелюдимая. Котики покидают заведение, а Влад, потративший слишком много сил, тоже покидает чат и заваливается спать.
Тут появляются осьминожки и Карниван. Ной начинает с ним магическую битву, Карниван говорит всякие гадости и доводит Ноя до слез. По их диалогу мы понимаем, что Ноя внук одного из 4 верховных адитумов, и что Карниван убил его родителей у него на глазах. Еще Карниван хвастается неким союзником, анонимусом. Вдруг из ниоткуда появляется магическая хрень, Карниван хвастается, что это помощь от его союзника, но пользоваться хренью не умеет. Зато Ноя, как поняла Лая по его шокированному взгляду, очень даже знает, что это такое. Карниван наобум направляет предмет на Ноя, и тот отключается. Героиня решает помочь, но ее кусает осьминожка, и она отправляется в свой любимый османский сериальчик. Даже картины не понадобились. Здесь мы видим сцену, как Влад и Аслан показывают Лале, как пользоваться мечом. Но меч тяжелый, поэтому они помогают и говорят: если однажды тебе будет тяжело, а нас не будет рядом, представь, что мы за твоей спиной. Героиня возвращается в пещеру и видит меч Лео. И она вспоминает слова того Влада, и это придает ей сил. Кат-сцены этого эпизода и сам момент в целом, как по мне, один из самых крутых мест в этой новелле, и по нему видно, что их души действительно связаны и прочно переплетены. Лае предстоит выбор – убить монстра или пощадить. И если убить, то это расценивается как мужество, то самое, о котором говорила госпожа обители. И тогда героине дается свет души. Лая проверяет, что Влад и Ноя живы, а таинственный артефакт внезапно исчезает. Вот такой получился финал. Напишите, было ли вам интересно и ждете ли вы пересказ 3-го сезона, а также хотите ли подобный формат с другими новеллами, и если да, то пишите с какими. И большое спасибо, что досмотрели видео до конца, не забывайте ставить пальчики вверх. До встречи в моих соцсетях и новых видео. Пока-пока!